Всем привет, меня зовут Валентина, вы на моем YouTube-канале. Здесь я рассказываю о жизни в Германии, об интеграции и просто о каких-то таких мелких бытовых вещах. И в этом видео речь пойдет об интеграционных курсах. Уже это вторая часть. Первую часть можете посмотреть по ссылке в описании, я добавлю. И в этой части пойдет речь именно о Berufssprachkurs. Это уже следующая ступень интеграционных курсов, интеграционной системы от BAMF. И сейчас я расскажу, что же это такое за курсы, что изучают на этих курсах, кому положены такие курсы, сколько они стоят, как на них попасть. И в конце видео я добавлю свое личное мнение, расскажу свой опыт. Так что, надеюсь, вам будет интересно. Так что наливайте там чаечек, кофеечек заваривайте и давайте приступим. Если интеграционные курсы были созданы специально для того, чтобы мигранты и беженцы побыстрее влились в общество, интегрировались, чтобы смогли решать какие-то свои бытовые проблемы и вопросы на таких низших уровнях, то уже этот курс, Berufssprachkurs, он делится на уровне B1, B2 и C1. Часть государственной программы Deutsch für den Beruf, и это немецкий для профессии, который реализуется федеральным ведомством по делам мигрантов и беженцев, BAMF, об этом я уже говорила в предыдущем видео. И они тоже разработали специальные курсы для того, чтобы люди смогли побыстрее найти работу, либо для тех, кто уже нашел работу, но им не хватает языка, знания в немецком языке. Что же изучают на таких курсах? На курсе все темы изучаемые и лексика, она связана непосредственно с профессией и с работой, с какой-то профессиональной деятельностью. Допустим, на курсе B1 это основная цель укрепить ваши базовые знания немецкого, чтобы вы могли использовать их в повседневных каких-то вещах и в вашей профессиональной деятельности. Это что-то непростое, какая-то профессия на уровне Ausbildung. Также на этих курсах обучают, как вам проходить собеседование, как к ним готовиться, как подготовить резюме, но уже такие на более простом уровне. На курсе B2 изучаются уже продвинутые темы профессии, общение, какая-то деловая лексика. Это уже скорее работа где-то в бюро, в офисе. И там уже более сложный немецкий. И этот курс – это логическое продолжение курса B1, но с акцентом на уверенное и грамотное формальное владение языком, нужное для квалифицированной работы, обучения, либо же признания профессии. И курс C1 – это уже самый высокий уровень профессионального знания языка, это такие стандартные требования здесь для профессий, таких как на врача, если вы хотите пойти, на инженера, на какая-то профессия, связанная с профессиональным высшим образованием, не считая, конечно, супер каких-то узких профильных наподобие учителя. Учителю требуется C2. Для того, чтобы преподавать в школе. Для остальных же таких более сложных профессий достаточно знания языка C1, то есть это считается достаточно очень хорошее профессиональное владение, где вы пишете грамотно, вы говорите грамотно и используете какие-то сложные грамматические, предложения, связки. И на курсе C1 уже будут более сложные темы, связанные с коммуникацией в рабочем коллективе, с какими-то документами, какой-то общественной и экономической жизнью. То есть темы уже будут такие очень-очень сложные на самом деле. И он подходит только тем, кто планирует работать по высшему образованию. Но для некоторых профессий достаточно и уровня B2. Кому положены эти курсы и его стоимость? Начну с того, что если ваш налогооблагаемый доход не превышает 20 тысяч евро в год, либо же ваш семейный бюджет не превышает 40 тысяч евро в год, то эти курсы вам предоставляются бесплатно. Конечно же, если вы не проходите в какой-то программе поздних переселенцев, либо же вы не беженец, азюл, вы сидите на пособии от джоб-центра, то вам могут предоставить, конечно же, эти курсы бесплатно, потому что у вас нет какого-то дохода. Но если вы работаете и вам нужно знание языка для повышения квалификации, то у вас данная сумма не должна превышать определенного порога, ваша зарплата. Всем же остальным придется заплатить сумму 1024 евро, это половина стоимости, вторую половину вам оплачивает BAMF.
Также эти курсы может оплачивать ваш работодатель. Для этого вам достаточно просто подойти и спросить у вашего работодателя, предоставляют ли они какие-то курсы, возможность их оплатить. И зачастую какие-то предприятия, фирмы, они сотрудничают, они заинтересованы в развитии своих сотрудников, в дальнейшем образовании, поэтому многие компании оплачивают языковые курсы, кстати, не только немецкого, но и английского, либо если они сотрудничают с другими странами, могут и какой-то еще другой язык вам помочь выучить. И как и с интеграционным курсом, в случае успешной сдачи экзамена при получении сертификата о знании языка, вы можете подать заявку на возврат средств, и 50% суммы вам вернется на ваш счет, с которого вы платили. Так что тоже такой бонус и маленькая мотивация успешно завершить этот курс и успешно сдать экзамен. Ну а теперь перейдем к теме, кому же, собственно, положен данный курс. Конечно же, это мигранты из третьих стран, граждан стран Евросоюза и граждан Германии, ранее мигрирующих, либо имеющих какую-то миграционную историю, происходящей из семьи мигрантов. Таким людям положены вот эти курсы. Конечно, сейчас немножко закручивают гайки, не всем предоставляют. Насколько я слышала, по крайней мере, я слышала от украинцев, что сейчас мало кому предоставляют эти берушпрах-курсы и отправляют скорее работать. Вот. Но все равно шанс получить их есть. Вот. И какие вам требования нужны? Конечно же, вам нужно успешно законченный интеграционный курс. Это очень важно. Дальше вам нужно доказать знание вашего языка владения, то есть сертификат владения языком, минимум на уровне B1. Также вы либо в процессе поиска какого-то образования, либо же вы уже куда-то поступили, но вам нужно подтянуть ваш язык перед поступлением. Также в процессе признания вашего диплома, либо вашего образования, в этот момент вы можете также пройти эти курсы. И если вы уже работаете на каком-то предприятии, в фирме, но вашего знания языка недостаточно, и вам нужно его улучшить, в таких ситуациях часто как раз таки работодатель направляет вас на эти курсы. В общем, такие вот условия нужно соблюсти. Какой-то из них одно выбирайте. Если подходите, то замечательно, можете подаваться на данный курс. Ну а теперь перейдем о личном мнении и расскажу, что конкретно проходит на этом Berufssprach-курс. Так уж вышло, что я посещала данный курс 2 раза в 2 разных школах, и расскажу, почему и о чем я жалею, когда посещала об этих курсах. И если бы я знала данную информацию, вряд ли бы я вообще на них пошла. Во-первых, как туда получила я направление? Я попросила направление на данный курс у своего оператора в агентстве по трудоустройству. Я была прикреплена именно агентуру für Arbeit, не к джоб-центру. Но в джоб-центре, я знаю, у вас тоже есть свой оператор, к которому вы обращаетесь в случае каких-то там необходимых документов. Вот. Я обратилась уже к нему с сертификатом об окончании интеграционного курса, и он мне с радостью выдал направление на Berufssprach-курс. И с этим вот бланком я уже стала искать курс, куда бы я пошла, ту школу, которая предоставляет эти курсы. Вообще не все школы предоставляют, потому что школа, которой я занималась на интеграционных курсах, у них не было курса B2, и я была очень раздосадована, потому что у меня был просто какой-то очень супер позитивный опыт с интеграционными курсами, но тут пришлось мне искать другую школу, и так как я, когда переехала, я хотела побыстрее выучить язык, я очень сильно спешила. И это была самая большая ошибка. Я нашла единственный ближайший курс, и этот курс был в школе ФХС. Кто живет в Германии, наслышан, что в ФХС не всегда хорошие какие-то курсы есть, вот, но они самые бюджетные и такие самые популярные, их больше всего, мне кажется. И я пошла в школу ФХС на вечерний, у меня был, получается, вечерний курс такой. С середины дня он начинался, по-моему, с 1:30, вот, и длился 4 часа. На самом деле вечерний курс мне не очень понравился, потому что я теряла практически весь день, поэтому советую, если есть возможность, пойти на утренний, чтобы оставалась вторая половина дня свободной. Вот. Но я не закончила, кстати, этот курс и посчитала его бесполезной тратой времени. Вот. И потом я получила уже направление второе
на свой другой курс, когда мне не продлили контракт на работе. Я встала на учет как соискатель, как безработная, и мой оператор предложила мне в этот момент пройти курсы, повторить их. Я, конечно же, согласилась, почему бы нет, и мне эти курсы достались тогда бесплатно, так как я стояла на учете как безработная. Вот, пособие это не получала, но все равно был приятный бонус хотя бы в виде курса. Я нашла уже другую школу, которой я была очень-очень довольна. Была прекрасная преподавательница, немка, которая просто увлекла меня, я с удовольствием ходила на эти занятия. Вот, но, к сожалению, как и первый курс, мне второй не удалось закончить, я не смогла сдать экзамен, потому что меня на него не допустили, так как я болела, и параллельно же я еще работала, соответственно, у меня был отпуск, выпадал как раз на конец этого курса, на завершение, я пропустила большую часть подготовки к экзамену, и меня к нему не допустили. Конечно, я была не очень раздосадована по той причине, что этот курс я посещала не для сертификата, он мне, в принципе, не нужен, сертификат, никакое знание языка, мне нужны практические знания, за этим-то я и посещала данный курс. С этим он справился. Ну и давайте же теперь поговорим о минусах, почему бы я не советовала данный курс. Первое – это темы, проходимые на этом курсе. В основном все темы будут связаны с профессиональной деятельностью, с какими-то конкретными профессиями. Допустим, я проходила курс B2, и каждый раздел учебника был связан с какой-то профессией Ausbildung. То есть это среднее техническое образование, это не высшее образование, вот, это не университет, это просто уровень колледжа в странах СНГ. И вы будете проходить профессии, как столяра, там, не знаю, Reinigungskraftfrau, это уборщица, пекарь, продавщик, там, продавщица, продавец, не знаю, ну что-нибудь такое, там, уход за пожилыми людьми. Конечно же, многие идут на эти профессии, но они идут уже сразу же со знанием языка B1, либо же совмещают курсы с работой. Вот. И, в принципе, вся эта лексика необходимо научиться уже после того, как вы определились с местом работы. Когда вы пришли туда, вы быстро очень выучите нужную лексику, нужные фразы и учите, не знаю, инструменты для обточки дерева, инструменты для механика, не знаю, там, чем пользуется пекарь. Вам эта ошибка не нужна будет в жизни. И, соответственно, эти курсы, они дают очень много такой бесполезной информации, которая просто засоряет вам голову. Это такой основной момент, который мне очень сильно не понравился, потому что я знаю, что на других курсах мне есть чем сравнить, на курсах обычных в частной школе, которые я проходила, на уровне там, B1, B2 вы уже обучаетесь именно тому, что происходит в обществе в немецком. То есть это какие-то насущные проблемы, это будет политика, это какие-то социальные вопросы, это вопросы, связанные с экологией, какие-то культурные моменты. Вы быстрее сможете понять жизнь в Германии, понять немцев, их культуру и влиться. Соответственно, частные как раз-таки, которые курсы преподают, они нацелены на то, чтобы вы изучили данную культуру и жизнь в данной стране. А Berufssprachkurs обучает вас только работе, что вот вы придете на работу и все, и вы встанете вот в этот, как бы, не знаю, там стойло, и вы будете только работать. И об обычной жизни вы на этом курсе не узнаете вообще ничего. Только собеседование, как общаться с коллегами, какие-то такие правовые моменты, да, конечно же, это важно. Но это все находится, не знаю, в течение пары минут в Гугле, статьи читаются, и, в принципе, этого вам достаточно. А всю базовую лексику вы можете подготовить уже при выходе на работу, перед выходом на работу подучить, это не проблема. И сидеть там больше полугода, 5 дней в неделю изучать, там, как пекарь печет свои булочки, либо как правильно уборщица убирать, я не знаю, там, номера в отеле или еще что-то подобное, мне кажется немножко бесполезной тратой времени. Вот. Другой момент, большущий минус, это контингент, который посещает данные курсы. Большинство людей, которые туда ходят, они не заинтересованы, не замотивированы вообще в изучении языка. Опять же, я сравниваю с частными курсами, на частных курсах, где люди сами из своего кармана учат язык данный, которые замотивированы здесь жить, которые замотивированы влиться в данную культуру, у которых есть интерес к Германии, интерес к немецкому языку. И это настолько разный уровень, вы даже не представляете, как классно и здорово учиться с людьми, которые разделяют ваши интересы, которые также хотят побыстрее изучить язык, вы будете вместе общаться на данные темы, какие-то
мелкие, не знаю, там вопросы грамматики, что-то обсуждать, вы будете постоянно в контакте, и у вас будет постоянный прогресс языка. Но на Берушпрах-курс это в основном люди, сидящие на пособии, которые не замотивированы как можно скорее выходить на работу, потому что им оплачивается квартира, медстраховка, им оплачивается, не знаю, там деньги дают на проживание, у них есть возможность ездить в отпуск, как бы, извините меня, и, соответственно, они хотят как можно дольше оставаться на этих пособиях и не замотивированы прямо искать работу, потому что, допустим, сравнивая со всеми курсами, я, когда их посещала, я уже работала, и таких людей было очень мало. На одном курсе это была моя соседка по партии, подружка-китаянка, она уже работала на full-сайт, а на другом курсе была девушка, она из Бразилии. Остальные же люди, ну и я, которая тоже работала постоянно тайльцайт, как бы пару человек на, там, не знаю, 25 студентов курса работающих, остальные же не имеют даже мини-джоб, хотя мини-джоб это 1, максимум 2 дня в неделю работы, это 10 часов в неделю работы, мини-джоб, и у вас будет сразу же практика языка, вы поймете, как работать, можете даже пойти что-то сближенное с вашей профессией, куда вы хотите пойти, получить опыта, набраться, и это просто моя огромная рекомендация — искать работу. Вот, и тогда вы сможете намного быстрее выучить язык, чем просто посещая и сидя на этих курсах. Вот, поэтому, если есть возможность, то идите работать и просто берите частного репетитора, они стоят не так дорого, есть множество платформ, и если бы я это знала, я бы не пошла на данные курсы никогда. Вот, в общем, вот такое вот мое мнение. На этом все о данном курсе. Надеюсь, вам было интересно. Если возникли какие-то еще вопросы по данному курсу, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Вот, и я тут выкладываю ролики о жизни в Германии, и в скором времени начнется такая очень большая глава о моей жизни, которая связана с покупкой недвижимости. Я буду выкладывать видео, связанные с ипотекой, различные программы финансирования, покупки жилья в Германии, о ремонте, о быте каком-то. Так что подписывайтесь, если интересно. И до новых встреч. Всем пока!